Сегодня мы поговорим о 5 напитках, которые помогают избавиться от жира в печени. Прежде всего, давайте разберемся, что такое печень. Это один из крупнейших органов в нашем теле, который играет ключевую роль в очищении организма от токсинов. Основной механизм ее работы – фильтрация крови. Кровь поступает в печень в большом объеме, и ее клетки очищают ее от вредных веществ, после чего кровь снова насыщается кислородом и питательными веществами и разносится по телу. Однако печень не только выполняет детоксикацию, но и способна накапливать жир. Когда в организме скапливается избыток жира, он может откладываться в печени, превращая ее в своеобразное хранилище энергии. Позже этот жир может быть использован для восполнения энергетических потребностей. Основная функция печени – очищение и детоксикация организма. Но как именно она связана с накоплением жира? Давайте разберемся. Каждый раз, когда вы принимаете пищу, будь то полезные или менее здоровые продукты, организм перерабатывает ее, извлекая энергию. Часть этой энергии используется сразу, часть откладывается в мышцах и крови, а излишки откладываются в виде жира. Жир в организме может храниться в нескольких формах: под кожей, так называемый подкожный жир, и в области внутренних органов висцеральный жир. Небольшое количество висцерального жира – это нормально, но его избыток представляет опасность, так как может накапливаться даже у худых людей, заполняя внутренние органы. Когда человек активен, он использует запасенную энергию. Организм расходует жир, сжигая его. Этот процесс происходит даже во время сна. Но активные движения и физические нагрузки ускоряют сжигание. Таким образом, организм чередует периоды расходования и накопления энергии, подобно автомобилю, который движется, используя топливо, а затем снова пополняет его запас. Однако, если человек начинает потреблять больше калорий, чем расходует, жир начинает накапливаться в организме, откладываясь в специализированных клетках, адипоцитах. Эти клетки, являющиеся своеобразными резервуарами для жира, могут увеличиваться в 3 раза от своего изначального размера. Со временем, если жира становится слишком много, организм начинает формировать новые жировые клетки. Ранее считалось, что их количество заложено с рождения, но современные исследования показывают, что при необходимости организм способен создавать новые жировые клетки. Когда жировые клетки наполняются до предела, а потребление калорий остается высоким, организм вынужден искать новые места для хранения жира. В результате избыточный жир начинает накапливаться в печени. Это похоже на раковину с краном и сливом. Если слив засоряется, вода, или в нашем случае жир, она начинает накапливаться и в конечном итоге может привести к переливу. Подобно тому, как жировая перегрузка печени может привести к ее дисфункции. То есть в крайних случаях это состояние может перерасти в печеночную недостаточность, когда орган уже не может выполнять свои функции. Если в организме накапливается слишком много жира, его сжигание становится затрудненным. При избыточном потреблении жиров они продолжают откладываться, приводя к постепенному увеличению их запасов. Представьте себе раковину, в которую постоянно поступает вода, но слив остается неизменным. Уровень воды будет подниматься, пока не начнет переливаться через край. Аналогичным образом в организме при чрезмерном потреблении пищи жировые клетки увеличиваются в размерах, пока не достигнут предела. Когда это происходит, избыточный жир выходит за пределы жировых клеток и попадает в кровоток, что приводит к перегрузке организма. Когда в организме происходит такой перелив жира, печень берет на себя задачу его переработки
Ее функция заключается в очищении организма, поэтому она поглощает избыточный жир, откладывая его внутри себя. По сути, печень становится еще одним резервуаром для хранения жира. Однако, если она перегружается, ее работа нарушается. Напомню, что печень выполняет важную функцию детоксикации организма, но при избытке жира этот процесс замедляется, что приводит к серьезным последствиям. Кроме того, печень отвечает за выработку важных белков, в том числе тех, которые участвуют в свертывании крови. Когда печень теряет способность нормально функционировать, снижается производство этих белков, что делает организм более уязвимым к кровотечениям и даже может привести к летальному исходу. Но таким образом, перегрузка печени жиром может иметь серьезные последствия для здоровья. Да. На сегодняшний день жировой гепатоз, вызванный избыточным потреблением пищи, является одной из ведущих причин, по которым пациентам требуется пересадка печени. Это значительный сдвиг по сравнению с прошлыми десятилетиями, когда основной причиной отказа печени был алкоголизм или вирусные инфекции, такие как гепатит. Сегодня же из-за переизбытка пищи и чрезмерного потребления калорий это заболевание диагностируется у все более молодых людей. Жировая перегрузка печени приводит не только к ее дисфункции, но и к распространению жира по организму. Когда печень становится переполненной жиром, он начинает просачиваться в кровь, вызывая дополнительные проблемы. Симптомы жирового гепатоза включают хроническую усталость, ощущение общей слабости и дискомфорта в правом подреберье из-за увеличения печени. В тяжелых случаях может развиться цирроз, состояние, при котором печень покрывается рубцовыми изменениями и теряет способность выполнять свои функции. Одним из признаков проблем с печенью может быть зуд кожи. Это связано с тем, что при неправильной работе печени жидкость начинает накапливаться в брюшной полости. Этот процесс называется асцитом. В особо тяжелых случаях избыточную жидкость приходится удалять с помощью специальных медицинских процедур. Кроме того, отеки могут распространяться и на ноги, что приводит к отечности, при нажатии на которую остаются углубления, напоминающие следы в тесте. Серьезные нарушения работы печени также могут проявляться появлением сосудистых звездочек на коже, а из-за накопления токсинов организм не может эффективно очищать кровь, что приводит к пожелтению кожи и белков глаз. Медицинские специалисты, осматривая пациентов, обращают внимание на эти признаки, так как они могут указывать на прогрессирующую печеночную недостаточность. В конечном итоге, если печень перестает справляться со своей функцией, единственным выходом может стать трансплантация органа. Однако донорских органов недостаточно, что делает предотвращение заболеваний печени еще более важной задачей. Причина, по которой этот вопрос так важен и почему стоит о нем говорить, заключается в том, что печень, несмотря на все перегрузки, обладает удивительной способностью к регенерации. Пока орган не достиг критической точки, он способен восстанавливаться, если уменьшить нагрузку на него и избавиться от избыточного жира. Если своевременно снизить уровень жировых отложений, печень сможет вернуться к нормальному функционированию. Интересный факт, даже если удалить 2/3 печени, оставшаяся часть со временем восстановится. Это один из немногих органов, обладающих столь высокой способностью к самовосстановлению. Поэтому, если у человека наблюдается жировой гепатоз, избавление от лишнего жира поможет облегчить нагрузку на печень и дать ей возможность восстановиться. Для профилактики этого состояния также важно регулярно поддерживать здоровый обмен веществ. Друзья, сегодня мы часто говорим о том, как питание влияет на наше здоровье, вес и различные заболевания.
Если вы не хотите тратить время на раздумье о том, какие продукты полезны для печени, а какие нет, у нас в Академии здоровья есть готовое решение. И специально для вас мы подготовили меню для здоровой печени, разработанное врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук. И сейчас у меня для вас подарок. Вы можете совершенно бесплатно скачать это меню. Оно рассчитано на несколько дней и включает рецепты полезных блюд из доступных продуктов, которые легко найти в любом магазине. Скачайте меню прямо сейчас по ссылке в описании под этим видео. Оно поможет вам поддерживать здоровье печени, наполнять организм энергией и чувствовать себя отлично. Сделайте это прямо сейчас и продолжайте смотреть видео. Теперь поговорим о 5 напитках, которые помогают печени справляться с лишним жиром и поддерживают ее здоровье. Первый напиток – зеленый чай. Этот напиток часто упоминается в контексте здоровья, и на то есть веские причины. Одним из его ключевых компонентов является полифенол эпигалокатехин-3-галат (ЭГЦГ). Он играет важную роль в активации процесса термогенеза в буром жире. Вот, стоит разобраться, что такое бурый жир. В отличие от подкожного жира, который откладывается под кожей или в области живота, бурый жир тонкий и расположен в специфических местах. Вокруг шеи, за грудиной, между лопатками и в небольшом количестве в брюшной полости. Его основная функция – сжигание калорий для производства тепла. Когда бурый жир активируется, а зеленый чай с ЭГЦГ может способствовать этому процессу, он начинает работать как маленький обогреватель, который расходует энергию на выработку тепла. Для этого он использует запасы вредного висцерального жира. Да, вот таким образом зеленый чай помогает организму сжигать избыточный жир, который может откладываться, в том числе в печени. Можно провести аналогию с газовой плитой. Когда вы включаете конфорку, вы слышите щелчки, а затем загорается пламя. Это происходит за счет подачи газа из баллона или центрального газопровода. Точно так же бурый жир, активируясь, начинает потреблять топливо в виде жировых отложений, уменьшая их объем. И, как доказано влияние зеленого чая, исследования подтверждают, что зеленый чай действительно способствует сжиганию жира. В одном из исследований, проведенном в Иране, приняли участие 70 женщин с метаболическим синдромом, состоянием, при котором наблюдаются повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и сахара в крови, а также избыточное скопление висцерального жира. В ходе эксперимента участницы в течение 8 недель трижды в день выпивали около 200 мл зеленого чая. Контрольная группа получала просто теплую воду. В результате у женщин, употреблявших чай, зафиксировано снижение веса примерно на 1 кг, а их талия уменьшилась почти на 2,5 см. Это указывает на то, что зеленый чай помог активировать бурый жир, который в свою очередь сжег вредные запасы висцерального жира. Кроме того, у испытуемых улучшились показатели кровяного давления, снизился уровень глюкозы натощак и улучшились показатели липидного профиля, что свидетельствует о положительном влиянии зеленого чая на обмен веществ. Таким образом, регулярное употребление зеленого чая может стать полезной привычкой для поддержания здоровья печени и снижения жировых отложений. Улучшение метаболизма и снижение уровня жира в организме – важные шаги к здоровью, особенно если речь идет о профилактике жирового гепатоза. Если вам нужно уменьшить количество жира в печени, одним из эффективных способов является снижение общего количества лишнего жира в организме. Это можно сделать с помощью физических нагрузок, сбалансированного питания, а также определенных напитков, которые помогают активировать обменные процессы. Одно из исследований, проведенное в Университете медицинских наук Тегерана,
показала, что употребление зеленого чая способствует снижению веса, в эксперименте приняли участие 63 человек в возрасте от 35 до 65 лет, у которых был диагностирован диабет 2 типа и избыточный вес. Им предлагалось выпивать 4 чашки зеленого чая в день в течение 2 месяцев. В результате они потеряли около 1,5 килограмма и уменьшили объем талии примерно на 5 сантиметров. Это эквивалентно уменьшению размера ремня на 2 отверстия. Поскольку окружность талии связана с объемом висцерального жира, это свидетельствует о снижении его уровня в организме. Хотя в данном исследовании не изучалось влияние чая непосредственно на жировую инфильтрацию печени, принципы работы остаются теми же. Уменьшение общего количества жира в организме помогает печени восстановиться. Если вы предпочитаете разнообразие в чае, есть несколько других видов, которые также способствуют ускорению обмена веществ и сжиганию жиром, то есть это матча. Этот вид зеленого чая обладает еще более высокой концентрацией полезных веществ. В отличие от обычного зеленого чая, где листья завариваются, в матче используется весь лист, измельченный в порошок, что увеличивает содержание полифенолов, антиоксидантов и клетчатки. Матча полезна не только для метаболизма, но и для здоровья кишечника улун. Также известный как оолонг. Этот чай занимает промежуточное положение между зеленым и черным чаем, имея легкую степень ферментации. Он богат катехинами и эпигаллокатехинами, которые помогают расщеплять жир. Пуэр – это уникальный ферментированный чай, традиционно производимый в Китае. Он содержит полезные пробиотики, которые поддерживают микрофлору кишечника, а также катехины, способствующие сжиганию жира. Исследования показывают, что регулярное употребление пуэра помогает уменьшить объем талии. Тогда черный чай, хотя он не так богат антиоксидантами, как зеленый, то он также помогает ускорить метаболизм. Однако, если вы хотите получить максимальную пользу, важно пить чай без сахара и молока, так как добавление сахара увеличивает калорийность напитка, а молочный жир препятствует усвоению полезных веществ. Лучше заменить молоко на растительные аналоги, такие как миндальное или соевое молоко. Следующий напиток – кофе. Кофе является мощным стимулятором обмена веществ и помогает сжигать жир благодаря содержанию хлорогеновой кислоты. Этот биологически активный компонент активирует бурый жир, который, в свою очередь, использует запасы вредного висцерального жира для производства тепла. Бурый жир, как и в случае с зеленым чаем, работает как обогреватель, потребляя энергию из жировых запасов и уменьшая их объем. Кроме того, кофе способствует образованию большего количества бурого жира, что еще сильнее усиливает эффект жиросжигания. Можно представить этот процесс как плиту с несколькими горелками. Чем больше горелок включено, тем быстрее сжигается топливо, а кофе помогает организму разжигать эти процессы. Таким образом, включение в рацион таких напитков, как зеленый чай, улун, пуэр, матча и кофе, способствует ускорению обмена веществ и снижению уровня жира, что играет важную роль в профилактике и восстановлении печени от жировой перегрузки. Исследования подтверждают, что определенные напитки могут помочь в снижении уровня жира в организме и улучшении обмена веществ. Один из таких напитков – кофе. В одном из исследований, проведенном в Индонезии, приняли участие 504 человека, было обнаружено, что те, кто регулярно употреблял кофе, имели более низкий процент жира в организме. Причем эффект наблюдался даже при употреблении кофе без кофеина, благодаря хлорогеновой кислоте, содержащейся в этом напитке. Именно она активирует бурый жир, способствуя сжиганию излишков жира.
Другое исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения совместно с учеными из Сингапура и Швейцарии, включало 26 участников в возрасте от 36 до 69 лет. Все они имели избыточный вес и инсулинорезистентность, состояние, предшествующее развитию диабета второго типа. Половина группы ежедневно выпивала по 4 чашки кофе в течение 6 месяцев, а другая половина получала напиток, похожий на кофе, но не содержащий ни кофеина, ни активных компонентов. То есть те, кто употреблял настоящий кофе, потеряли около 2 килограммов жира, да, в то время как участники из контрольной группы, напротив, набрали вес. Этот эксперимент наглядно продемонстрировал, что кофе действительно помогает ускорить сжигание лишнего жира. Вот и следующий напиток – томатный сок. Помидоры содержат ликопин, биологически активное вещество, придающее им красный цвет и способствующее активации бурого жира. Это вещество помогает организму использовать запасы жира в качестве источника энергии. В одном исследовании, проведенном в Португалии, участницам, молодым женщинам, обучающимся в магистратуре, ежедневно перед обедом предлагалось съедать 1 спелый помидор. Уже через месяц наблюдалось снижение уровня жира в организме и уменьшение объема талии. Так, более того, были отмечены положительные изменения в обмене веществ. Другой эксперимент, проведенный в Китае, включал 25 женщин с нормальным весом. Они ежедневно в течение 8 недель выпивали примерно 300 мл томатного сока. В конце исследования выяснилось, что их вес и объем талии уменьшились, а уровень воспалительных маркеров в крови снизился. Одним из этих маркеров был MCP-1, который связан с воспалительными процессами, возникающими при избыточном содержании жира в организме. Чтобы получить максимальную пользу от томатного сока, лучше отдавать предпочтение натуральному продукту без консервантов и искусственных добавок. Домашний томатный сок – отличный вариант для включения в рацион. То есть, если же напиток вам не по вкусу, можно употреблять томатный соус, так как он также содержит ликопин. Дальше другим полезным напитком является арбузный сок. Хотя на первый взгляд арбуз и помидор не имеют ничего общего, оба этих продукта содержат ликопин, который не только придает им красный оттенок, но и обладает жиросжигающими свойствами. Арбуз изначально происходил из Африки, но его изначальные разновидности были желтыми и не такими сладкими, как современные сорты. В процессе селекции плоды стали красными и приобрели приятный вкус, а вместе с этим увеличилось и содержание ликопина. Исследования показали, что употребление свежевыжатого арбузного сока может благоприятно влиять на метаболизм. Домашний сок готовится очень просто. Достаточно нарезать арбуз кусочками, взбить его в блендере, и у вас получится натуральный напиток, содержащий много жидкости и полезных веществ. Такой сок не только утоляет жажду, но и помогает ускорить обмен веществ, а также снижает уровень вредного жира в организме. Таким образом, кофе, томатный сок и арбузный сок могут стать отличными помощниками в снижении уровня жира и поддержании здоровья печени. И главное – употреблять их без добавления сахара и других ненужных ингредиентов, чтобы сохранить все полезные свойства. Арбузный сок – натуральный источник ликопина и цитруллина. Регулярное употребление арбузного сока помогает удвоить уровень ликопина в крови всего за 3 недели. Этот природный антиоксидант борется с жировыми отложениями и способствует общему улучшению обмена веществ. Чтобы получить максимальную пользу, лучше пить свежевыжатый арбузный сок, приготовленный дома, так как магазинные варианты часто содержат консерванты, сахар и искусственные добавки.
Арбузный сок особенно полезен перед выходом на улицу в солнечную погоду. Он защищает ДНК клеток от повреждений ультрафиолетовыми лучами благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам. Так что, если вы собираетесь на пляж или в поход, арбузный сок станет отличным выбором для поддержания водного баланса и защиты организма. Кроме ликопина, арбуз также богат цитрулином, веществом, которое играет важную роль в выработке оксида азота. Этот элемент способствует расширению кровеносных сосудов, улучшает кровообращение и помогает снизить артериальное давление. Более того, оксид азота стимулирует регенерацию сосудов, предотвращая их повреждение. Таким образом, употребление арбузного сока не только помогает сжигать жир, но и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Вот последний напиток – обычная вода. Чистая питьевая вода – самый популярный напиток в мире. На втором месте находится чай, на третьем – кофе. Однако, помимо очевидной пользы для гидратации, вода обладает и другими важными свойствами, которые помогают контролировать вес и улучшать обмен веществ. Во-первых, употребление воды перед приемом пищи помогает снизить аппетит. Когда желудок наполняется жидкостью, он посылает сигнал в мозг о насыщении, что приводит к снижению потребления калорий. Это особенно полезно для людей, стремящихся сократить общее количество потребляемой пищи и контролировать вес. И во-вторых, вода активирует термогенез, процесс, при котором организм расходует энергию на поддержание температуры тела. Исследования, проведенные в 2005 году, в Германии, показали, что употребление 2 стаканов воды увеличивает скорость метаболизма на 30%. Такой эффект связан с температурными рецепторами в желудке, которые реагируют на поступление холодной жидкости. В ответ организм начинает активно вырабатывать тепло, что способствует сжиганию калорий. Таким образом, регулярное употребление воды не только предотвращает обезвоживание, но и помогает контролировать вес, ускоряя процесс жиросжигания. Особенно важно помнить, что переедание – одна из главных причин жирового гепатоза, поэтому простая привычка пить больше воды перед едой может значительно снизить нагрузку на печень. Эти напитки – арбузный сок, томатный сок, зеленый чай, кофе и простая вода – помогут вам поддерживать здоровье печени, снижать уровень жира в организме и улучшать обмен веществ. Главное – отдавать предпочтение натуральным напиткам без сахара и лишних добавок. То есть вода и ее роль в снижении жира. Регулярное употребление воды играет важную роль в поддержании обмена веществ и выведении токсинов. Интересно, что простой процесс нагревания холодной воды до температуры тела требует расхода энергии. Исследователи подсчитали, что если выпивать 6 стаканов воды в день в течение года, организм затратит около 17 400 калорий только на подогрев этой жидкости. Это эквивалентно сжиганию 5 килограммов жира. Помимо этого, вода помогает контролировать аппетит. Когда желудок наполняется жидкостью перед приемом пищи, в мозг поступает сигнал о насыщении, что позволяет сократить количество потребляемых калорий. Таким образом, простая привычка выпивать стакан воды перед едой может существенно снизить риск переедания, что особенно важно для предотвращения ожирения печени. Еще один важный аспект – гидратация организма. Печень выполняет ключевую функцию детоксикации, фильтруя токсины из крови. Если человек страдает от обезвоживания, концентрация токсинов в организме увеличивается, что усложняет работу печени и может ухудшить ее состояние. Поэтому при жировом гепатозе особенно важно поддерживать нормальный уровень жидкости в организме, чтобы избежать дополнительной нагрузки на этот жизненно важный орган.
проблема пластиковых бутылок. Так, это многие люди предпочитают покупать воду в пластиковых бутылках, не задумываясь о возможных последствиях. Однако современные исследования показывают, да, что такая привычка может нанести вред здоровью. Пластиковая упаковка выделяет микропластик, мельчайшие частицы, которые попадают в воду, а затем и в организм человека. Да, ученые обнаружили, что следы микропластика можно найти не только в крови, но и в тканях сердца, сосудах и даже в тромбах. В Италии было проведено исследование среди пациентов, перенесших операции по удалению атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Когда ученые изучили эти образования под микроскопом, они обнаружили в них микропластик. Самое тревожное в этом исследовании то, что у пациентов, чьи сосуды содержали частицы пластика, риск сердечного приступа или инсульта был в 4 раза выше, чем у тех, у кого пластика в артериях не было. Более того, следы микропластика были найдены даже в репродуктивных органах мужчин, что указывает на его способность проникать в различные ткани организма. Несмотря на то, что еще несколько лет назад не было достаточных доказательств вреда микропластика, сегодня данные становятся все более убедительными. Чтобы минимизировать риск попадания пластика в организм, лучше отказаться от воды в пластиковых бутылках и использовать альтернативные варианты. Стеклянные бутылки – лучший выбор, так как они не выделяют вредных веществ в воду. Металлические термосы – удобный и безопасный способ хранения воды. Фильтрованная вода из-под крана, если качество водопроводной воды позволяет, это тоже хороший вариант. Либо важно помнить, что пластиковые бутылки, используемые многократно, со временем разрушаются, а их частицы попадают в воду. Например, если вы используете пластиковую спортивную бутылку для велопоездок или пробежек, то со временем пластик изнашивается, особенно при регулярном мытье в посудомоечной машине, де-факто приводит к тому, что невидимые глазу частицы попадают в ваш организм. Таким образом, вода – важнейший напиток для поддержания здоровья и сжигания жира, но важно следить за ее качеством и способом хранения. Если возможно, избегайте пластиковых бутылок и выбирайте более безопасные альтернативы. Сколько воды нужно пить в день? Часто можно услышать рекомендации выпивать 10 стаканов воды в день, но на самом деле универсального правила не существует. Количество необходимой жидкости зависит от множества факторов. Размер тела. Более крупному человеку требуется больше воды, чем тому, у кого небольшой вес. Физическая активность. Если вы ведете малоподвижный образ жизни и работаете в помещении, потребность в воде ниже, чем у человека, занимающегося спортом, работающего в саду или тренирующегося на выносливость. Климатические условия. В жаркую погоду или при высокой влажности организму требуется больше жидкости. Индивидуальные особенности – лучший способ определить, сколько воды нужно, прислушиваться к сигналам своего тела, ощущение жажды – основной индикатор, который подскажет, когда пора выпить воды. Важно пить воду небольшими глотками, а не залпом, чтобы организм мог правильно ее усваивать. Роль печени в детоксикации и ее восстановлении. Печень выполняет важнейшую функцию очищения крови от токсинов. Если у человека развивается жировой гепатоз, это означает, что орган уже находится в состоянии перегрузки и процесс очищения организма ухудшается. Хорошая новость заключается в том, что жир в печени можно уменьшить, в том числе с помощью определенных напитков, которые способствуют его расщеплению и выведению. Однако при жировом гепатозе крайне важно находиться под наблюдением врача. Хотя изменение рациона и употребление полезных напитков могут помочь снизить нагрузку на печень, это не заменяет профессионального медицинского подхода. Специалист
поможет подобрать оптимальные методы лечения, а в случае необходимости направит к узкому специалисту, чтобы обеспечить лучший результат. Таким образом, поддержание здоровья печени – это комплексный процесс, включающий не только изменение питания, но и медицинский контроль. Да, то есть... Друзья, сегодня мы часто говорим о том, как питание влияет на наше здоровье, вес и различные заболевания. Если вы не хотите тратить время на раздумья о том, какие продукты полезны для печени, а какие нет, у нас в Академии здоровья есть готовое решение. И специально для вас мы подготовили меню для здоровой печени, разработанное врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук. И сейчас у меня для вас подарок. Вы можете совершенно бесплатно скачать это меню. Оно рассчитано на несколько дней и включает рецепты полезных блюд из доступных продуктов, которые легко найти в любом магазине. Скачайте меню прямо сейчас по ссылке в описании под этим видео.